Привет! Меня зовут Сергей, и сегодня у нас в гостях питон по имени Тимоша. А это значит, что сегодня мы с вами сплетем вот такую змейку из резинок Rainbow Loom. Не правда ли отличный подарок на праздник 1 апреля, День смеха? Итак, поехали! Для тех, кто не очень хорошо рассмотрел змею, которую мы сплетем сегодня из резинок, вот так она будет примерно выглядеть. Очень похожа на настоящую змею, и для ее плетения приготовьте ваш станок. Ряды на нем расположите так, чтобы центральный немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Открытые стороны столбиков должны смотреть на нас. Плести змею мы начнем с работы над хвостом. И хвост у нас будет вот такого плана, то есть основной цвет желтый. И здесь будут еще чередоваться резинки белого и черного цвета. Как раз именно с них и начинаем. Берем одну резинку и накидываем черного цвета. И накидываем с первого на второй столбик по любому ряду. Далее накидываем белую резинку и вновь черную. Затем накидываем 3 резинки основного цвета. В нашем случае желтый. 1, 2, 3. И теперь повторяем весь этот рисунок. Черная, белая, черная, 3 желтых. Черная, белая, черная и 3 желтых. 1, 2 и 3. На этом же ряду нам нужно сделать еще один точно такой же ряд резинок тех же цветов. Где у нас была черная резинка, мы опять черную накидываем. Где была белая, еще раз накидываем белую. Вновь черная, 3 желтых. 1, 2, 3. Вы можете спросить, почему мы сразу не накидывали на каждую пару столбиков по 2 резинки. Дело в том, что когда мы накидываем 2 ряда как бы отдельно, у нас будет немножко другой вид плетения, если бы мы накидывали сразу по 2 резинки. Другой внешний вид получается, и поэтому мы накидываем именно таким способом. То есть сначала один ряд целиком, и затем сверху еще один, второй слой для этого же ряда целиком. И, наконец, 3 желтых резинки. 1, 2 и 3. Точно такую же конструкцию мы с вами накидываем и на центральном столбике. Черная, белая, черная, 3 желтых. И точно так же, как делали ранее, делаем еще второй ряд для вот этого центрального ряда столбиков. Теперь возьмем одну резинку желтого цвета и накинем на последний столбик правого ряда 4 оборота. Накинули это 1 оборот получился, закручиваем 2, 3 и 4 оборот этой резинки. Если вы хотите, чтобы ваша змея была с длинным хвостом, то вы можете сделать еще один ряд, точно так же, как мы делали вот эти 2. Если же средний размер хвоста вы хотите, то достаточно и 2 рядов. А сейчас мы переходим к процессу плетения. Начинаем его вот с этого столбика, на который только что накидывали резинку в 4 оборота. Заводим крючок внутрь и отводим тыльной стороной крючка эту резиночку. Изнутри захватываем сразу 2 резинки, снимаем их со столбика и накидываем на впереди идущий. Теперь уже здесь заводим крючок внутрь, захватываем здесь 2 резинки, снимаем со столбика и накидываем далее. Опять сюда уже заводим крючок, захватываем 2 резинки, накидываем вперед. Здесь уже черные резинки изнутри, вперед, далее белые изнутри, вперед, вновь черные. И таким образом плетем до конца этого ряда.
Когда мы дошли до конца ряда, мы засовываем крючок внутрь последнего столбика сквозь все резинки. Придерживаем их на крючке пальцем и снимаем все резиночки, которые мы сейчас сплели с этого правого ряда. На крючке у нас остались петельки, и их мы сейчас должны накинуть на последний столбик центрального ряда. И теперь плетем центральный ряд. Я с помощью мизинца и безымянного пальца немножко отодвигаю хвост и засовываю крючок внутрь последнего столбика. Захватываю изнутри пару желтых резинок и накидываю их на впереди идущий столбик. Теперь уже на следующем столбике завожу крючок внутрь, захватываю здесь пару, снимаю, накидываю вперед. Здесь изнутри пару, снимаю, накидываю вперед. И так плету до конца этого ряда. Мы дошли до самого конца, теперь уже здесь заводим крючок внутрь, придерживаем резинки на крючке и снимаем получившийся хвост со станка. Если у вас еще один ряд был накинут, то вы, соответственно, плетете его, предварительно накинув на последний столбик те резинки, которые у нас сейчас находятся на крючке. Но сейчас мы с вами займемся плетением головы, а хвост нам понадобится чуть попозже. Если у вас есть вспомогательный крючок, то накиньте вот эти петельки на этот вспомогательный крючок и отложите в сторону. Если же его у вас нет, то накиньте на какой-нибудь последний столбик эти резинки, потому что плести мы с вами будем сейчас вот здесь. Для плетения нам понадобятся резинки желтого цвета, потому что именно этот цвет у нас является основным. И мы голову начинаем плести с накидывания пары резинок с первого столбика центра на первый столбик левого ряда. Теперь пару резинок накидываем справа с первого столбика центрального на первый столбик правого ряда. Теперь нам нужно сделать глаза. Для создания глаз нам понадобятся резинки черного цвета. Берем одну и накручиваем на крючке 4 оборота. Один оборот, далее второй, третий и четвертый оборот. Берем пару желтых резинок, накидываем на кончик крючка и снимаем эти 4 оборотика на пару желтых резинок. Одну часть этой пары накидываем на первый столбик левого ряда, а другую часть накидываем на второй столбик этого же ряда. Один глаз у нас получился. И сейчас делаем такой же второй глаз. Накручиваем 1, 2, 3, 4 оборота. Берем пару желтых резинок, накидываем на кончик крючка, снимаем на эту парочку 4 черных оборота и накидываем. Одну часть на первый столбик правого ряда, другую часть на второй. Теперь по левому и правому ряду накидываем по 4 пары желтых резинок. Одна, вторая, третья и четвертая пара по левому ряду. Всего у нас получилось накинутых 5 пар, если считать пару с глазами. И с правой стороны накидываем. Раз, два, три, 4. На центральном ряду нам тоже нужно накинуть резинки парами и закончить накидывание вот на этом столбике. Считаем, сколько у нас получится резинок. Одна пара, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая сейчас будет. Пятая и шестая. Теперь голову закругляем, накидывая пары резинок с левого столбика к центру. И с правого столбика тоже к центру. Далее пришла очередь накинуть поперечные резинки. Мы их с вами берем по одной штучке и начинаем накидывание вот с этих последних столбиков. Накидываем треугольником. Раз, два, три. Вот такой треугольник получился. Теперь точно такой же треугольничек накидываем чуть выше.
Еще один треугольничек накидываем еще выше. И последний, 4-й треугольник накидываем еще выше. Теперь вернемся к той заготовке, которую мы чуть ранее делали. Все петли, которые у нас находятся на столбике, мы возвращаем на крючок и накидываем их на последний столбик центрального ряда, на котором у нас есть резинки. Все петельки мы сюда переносим. Теперь начинаем процесс плетения. Опять же, безымянным и мизинцем отодвигаем немножко хвост, чтобы нам было удобнее плести. Заводим крючок внутрь и захватываем пару резинок, которая находится выше всего. В моем случае эта пара относится к столбику правого ряда, я ее сюда и накидываю. Захватываю следующую пару с этого же центрального столбика, а следующая пара у нас относится к столбику левого ряда. Мы ее сюда и переносим. И, наконец, последняя пара относится к столбику центрального ряда. Теперь мы просто плетем левый ряд, правый ряд и центральный ряд. Остановились здесь, заводим крючок внутрь, отодвигаем все верхние резинки и захватываем самую нижнюю пару. Снимаем, накидываем вперед. Здесь отодвигаем треугольную резинку. Захватываем изнутри самую нижнюю пару, снимаем, накидываем вперед. Отодвигаем треугольную, захватываем изнутри пару, накидываем вперед. Опять треугольную отодвинули, изнутри захватили пару, вперед, еще раз вперед. И вот по диагонали последнюю пару левого ряда накидываем на центральный. Теперь плетем правый ряд. Вот здесь мы остановились, отодвигаем все верхние резинки и захватываем изнутри самую нижнюю пару. Снимаем со столбика, накидываем вперед. Отодвигаем треугольную, изнутри захватываем нижнюю пару, накидываем вперед. Опять треугольную отодвигаем, нижнюю пару вперед. Снова нижнюю пару вперед. Еще раз. И последний раз по диагонали накидываем с первого столбика правого ряда на первый столбик центрального ряда. И сейчас мы плетем центральный ряд, здесь все еще проще. Захватываем вот здесь, где мы и остановились, резинку изнутри, накидываем вперед. Здесь уже отодвигать ничего не нужно, поэтому мы просто захватываем изнутри пару и гоним вперед. Здесь вперед, далее вперед. И последний раз изнутри захватываем и накидываем вперед. Теперь давайте возьмем какую-нибудь одну резиночку яркого цвета. Я возьму красный для того, чтобы сделать язык. Заводим крючок внутрь первого столбика центрального ряда и выводим в самом низу. Накидываем сюда резиночку красного цвета, вытаскиваем сверху и делаем из этой резинки петельку, проводя одну ее часть внутри другой части этой же резинки и немножко затягиваем. Сейчас ровно затянуть у нас не получится, потому что на этом столбике много резинок. И поэтому давайте снимем всю конструкцию со станка, чтобы мы могли затянуть эту петлю. Убираем наш станок и немножко затягиваем вот эту петельку, которая у нас сейчас получилась. Замечательно. Вот такой язычок у этой змеи. Если вы хотите, чтобы он был раздвоенный, как у настоящей змеи, то или ножиком, или ножницами можете этот язык разрезать на две части. Все, теперь он у нас раздвоенный, как у настоящей змеи. Выправляем хвост. Хвост получился тоже замечательно. И, в общем-то, наша работа завершена. Змея готова. Надеюсь, вам этот урок понравился, и вы на 1 апреля сплетете своим друзьям таких змей и подарите их. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях ваши отзывы по этому уроку. До новых встреч! Пока!